Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. А вы знаете, какой рецепт собрал больше всего, уже целых 10 миллионов просмотров на моем канале в Ютубе? Это ролик о крымских чебуреках. А если кто-то считает, что у крымско-татарского народа нет других вкусных рецептов, то он сильно ошибается. Есть блюда, которые готовятся из тех же самых продуктов, из мяса, лука, теста, которое я сейчас замешиваю, но еще вкуснее, чем чебуреки. Я говорю о блюде, которое называется янтык. Я думаю, что многие в первый раз услышали это название. Так почему же янтык не стали более популярными, чем чебуреки? Сегодня вы это узнаете, вы это и сами поймете. А пока что я замешиваю тесто. Я взял 2 стакана воды. Я беру примерно половину столовой ложки соли. И еще мне понадобится 2 яйца. От яиц я беру и белок, и желток. Все будет нормально. Размешайте желток, белок, соль, воду и еще пара столовых ложек обычного растительного масла. Больше не надо. Тесто получится отличным. Можно, конечно, замесить тесто и руками. Но если есть тестомес, почему бы его не использовать? На вкус теста ни руки, ни крюк тестомеса не влияют. И то, и другое у кулинара должно быть идеально чистым. Очень часто зрители требовательно спрашивают у меня: скажи, сколько муки? Сколько грамм муки? Дело в том, что мука бывает разная. У нее разная влажность, у нее бывает разный помол. И от этого всего зависит то, сколько муки возьмет в себя тесто. Вы самое главное запомните: тесто должно получиться мягким, примерно таким, как мочка уха, чтобы его можно было легко раскатывать. Кроме того, вы же все видите. Вот тесто соберется в один комок, начнет отлипать от края миски. И все, тесто готово. Ему осталось только полежать ровно столько, сколько мы будем заниматься фаршем. Его надо смазать маслом и убрать в целлофановый пакет. Пусть полежит. Кстати говоря, тем, кому очень надо знать, сколько вешать в граммах. 936 грамм муки на пол-литра воды. Если кто-нибудь хоть раз покажет мне повара, который взвешивает на аптечных весах, и у него все получается очень вкусно, я буду очень рад увидеть такого талантливого человека. А пока что я нарезаю ингредиенты на фарш, совершенно их не взвешивая. Это курдючный жир, курдючное сало. Можно взять любой другой жир. Можно взять жирненькое мясо. Какое мясо? Да любое. Ровно то, какое есть. У меня здесь и баранина, и говядина. Смешаем сегодня. Похоже, что мяса я сегодня взял слишком много. Так получилось. Однако фарш всегда пригодится. Вот пришел кто-то внезапно, а в холодильнике и фарш, и тесто. Вот тебе и пельмени, вот тебе и чебуреки, вот тебе и самса. Десятки блюд можно приготовить, если у тебя есть и фарш, и тесто. Готовый фарш можно и заморозить. Его качество не слишком сильно пострадает, если в нем не будет лука. Поэтому сегодняшний фарш будет с луком, а тот, который послужит заготовкой, останется без лука. В оригинале когда-то, разумеется, использовали рубленый фарш, либо фарш, резанный 2 ножами. Кто не видел, как это делать, может посмотреть ролик вот по этому QR-коду. Интересное зрелище. Тесто вышло примерно 600 кг. Фарша примерно столько же. Я не случайно перекрутил фарш прямо в сковородку, потому что мы его прямо сейчас поставим тушить. Разумеется, соль. Разумеется, сразу можно добавить все, что необходимо. Перец, зиру, если хотите. Соли я беру ложку и еще чуть-чуть. Да-да, именно столько. Черного перца беру чуть меньше, чем столовая ложка. Этого вполне достаточно. Зиры беру примерно пол-ложки. Хватит.
и мясо, и лук имеет свой аромат, но в этом фарше не хватает еще одного ингредиента для того, чтобы он получился более сочным. Многие на моем месте добавили бы воду. Но это же был фарш. Только мясо и только жир. Куда делись кости, куда делись обрезки? Вот они, бульон. Примерно стаканчик бульона. Подливаем, и фарш не пригорит. И все получится очень сочно. Сковородочку накрываем крышкой. Перемешать можно и попозже. Этот фарш я использую для блюда, которое вы увидите в одном из следующих выпусков нашей программы. Это будут узбекские пельмени. Чучвара. Не верите, что пельмени могут быть узбекскими? Ха-ха! Обязательно включайте телевизор. Не пропускайте нашу программу. По субботам, по утрам, РЕН-ТВ. Самая лучшая кулинарная программа России. Минут 10-15 тушился фарш, и посмотрите, какое чудо. Невероятно вкусно пахнет. Хочется взять просто кусок хлеба, да и налопаться как следует. Однако, лучше всего будет вынести этот фарш на холод, чтобы он остыл. Но газовая плита нам еще понадобится. Понадобится для того, чтобы растопить, только подогреть сливочное масло. Граммов примерно 100, может быть 150. Кому как больше нравится. Не знаю, пригодится ли мне еще сливочное масло, а вот растительное масло понадобится для того, чтобы работать с тестом. В тесто больше ни грамма муки, даже на подпыл. Можно, конечно, от начала до конца все сделать при помощи скалки. Но опять-таки, если есть тесто-раскаточная машинка, то все получится еще лучше. Я постепенно уменьшаю шаг тесто-раскаточной машинки для того, чтобы получился довольно длинный язык из теста. Масло согрелось? Достаточно. Смазываем тесто сливочным растопленным маслом. И сворачиваем тесто в рулетик. Теперь этот рулет укладываем на этот язык теста и сворачиваем. Необходимо получить как бы шайбу из слоеного теста. Я полагаю, что 2 рулетов вполне достаточно, только их обязательно надо остудить в холодильнике, либо в холодное время года на улице. А из оставшегося теста сделаем янтыки попроще, обычные, не слоеные. Тесто я нарезаю на кусочки граммов по 60. Скатываем их в красивые круглые заготовочки. Напоминаю, никакой муки на доску, на которой раскатываем тесто, только масло. Чтобы комочек теста получился ровным, гладким, натягивайте его в одну сторону. Вот так. Соберите сначала как бы грибочек, склеили его концы и дальше на столе. Вот какими должны быть заготовки. Комочки, заготовки пусть полежат. А где же мы будем жарить? Где мы будем выпекать янтык? На широкой плоской сковородке. Только необходимо подумать, чтобы тепло по ней распределялось очень равномерно. Для этого сначала ставим подставочку. На подставочку рассекатель. Зажигаем огонь. Регулируем самый маленький, невысокий. А поверх всего сковородку. Сковородку накрываем крышкой. Так сковорода прогреется намного равномернее. Скалку тоже необходимо смазать маслом. Ну и можно начинать. Тесто на янтык раскатывают очень тонко. Почти что сухая доска. Почти что без муки. Зато тесто, посмотрите, как получается. Да оно еще тянется. Но теперь сюда остывший, почти что подмороженный фарш. Видите,
жир уже успел застыть. Очень хорошо. Разумеется, фарш укладываем ровно на одну половину раскатанного круга. Точно так же, как в чебуреках. Но ввиду того, что этот фарш готов, да его уже можно просто ложкой есть, его можно уложить слоем чуть потолще. И накрываем. Теперь очень плотно, подушечками пальца склеиваем тесто так, чтобы из него не вышло ни капельки сока. Можно, конечно, взять особый резак, как чебуреки обрезают. А можно вот так, по-старому, тарелочкой. И сковородка, и крышка над ней очень горячая. У нас фактически получилась духовка. А сам янтык немедленно смазать кусочком топленого масла. Посмотрите, какое чудо сейчас произойдет с ним. Готовые янтыки тоже накрываем крышкой. Да, они не должны быть хрустящими. Под крышкой они распарятся и станут очень мягкими и пропитаются топленым маслом. Вообще, конечно, это не самый простой способ приготовления янтыков. Работать с ним несколько больше, чем с обычными чебуреками. Все происходит не так уж быстро, и, наверное, здесь не хватает еще пару рук. Но дома-то, в семье, все нормально, есть кому помочь. Поэтому кто-то раскатывает, кто-то фарш раскладывает, а кто-то смазывает янтыки маслом. Признаться честно, поначалу у меня как-то все не очень ловко получалось, а сейчас приспособился, и янтыки вылетают один за одним. Вы бы знали, какой аромат стоит в доме. Ну а как со слоеным тестом? Подморозилось, и посмотрите, какую консистенцию оно приобрело. Вот как. Нарезаем примерно на равные кусочки. Муки совсем чуть-чуть, иначе слои в тесте забьются и потеряются. Слоеные янтыки получаются размером чуть поменьше, но ничего страшного, менее вкусными из-за этого они не станут. Растягивайте края и растягивайте сам янтык. Взяли и вот так улыбочкой расплылись. И под крышку. Готовый! Не забывай смазывать маслом. Масло не жалей. Маслом ни кашу, ни янтык не испортишь. Однако фарш у меня кончился. И что же делать с заготовками под 2 янтыка? Я сейчас скажу. Я сделаю эдакие мини-лепешечки. А что? Обмакнуть в сметану, в каймак или в мед. Разве это плохо будет? Разве не вкусно? Накрываем непременно под крышкой, чтобы не пересыхало. Вот это вот, ну можно сказать, кислое молоко, простокваша, катык, мацони, сюда чесночка немножко, соли, зелени. Почему-то мне кажется, что если обмакивать сюда янтык, то получится очень вкусно. А здесь наоборот. Здесь порубленные помидоры, сок пустили, перчик, чеснок, соль и тоже зелень. Тоже будем обмакивать янтык именно сюда. Я сегодня сделал все для того, чтобы рассказать вам о том, какая на самом деле богатая кухня наших народов, в частности крымских татар. Вы понимаете, почему чебуреки так широко разошлись по общепиту? Там блюдо пусть несколько грубее, но зато очень технологичное. В горячем масле все очень быстро жарится. Не надо заранее тушить фарш, потому что температура обработки очень большая. А это блюдо требует заботливых маминых рук. Это блюдо требует, чтобы и папа подключился. Тогда и дети, и папа, и даже бабушка, и даже соседская бабушка, если вы ее угостите этим чудом, будут очень
довольны. Дорогие друзья, приятного вам аппетита! Сейчас наша съемочная группа подойдет и будем пробовать. Будем пробовать, как это получилось. Ух, ух. Дайте я первый. Дайте я первый попробую. Согласны? Ребята, идемте, а то сейчас все кончится. Идемте, Валера, Юра, Сайфулло, идемте. Да? Угу. Похоже, как будто взяли очень хороший лаваш. Очень хороший лаваш. И завернули в него ля-кебаб. Ну видно, да, очевидно, что тесто слоеное, тесто промасанное. Честное слово, сейчас очень хорошо. Это просто очень-очень хорошо. Мясо очень сочное. Вкусное. Юра, брось камеру, а? Ты у нас самый худенький, идем сюда. Юра, идем покушаем. Иди поешь, пока не поздно. А то придешь домой, жене скажешь, кушать хочу, она скажет, что ты где был. А ты скажешь, у Сталика, а она не поверит. Дорогие друзья, многие из вас познакомились со мной в качестве телеведущего, в качестве блогера. Но главный труд моей жизни – это книги, кулинарные книги. Я пишу их уже более 15 лет. Многие мои книги получили призовые места на международных конкурсах. В Париже, в Пекине, в Янтае, во Франкфурте на Майне. Одна из моих любимых книг, пусть и не самая большая, это книга о шашлыке. Называется эта книга «Мангал». Здесь не слишком много страниц, здесь не слишком много рецептов. Но, читая эту книгу, вы узнаете нечто очень важное о таком любимом и широко распространенном блюде, как шашлык. Вы узнаете, какие шампуры выбрать, какая кочерга нужна, какие щипцы, как должен быть устроен хороший мангал. Вы узнаете, как правильно разжигать уголь, как распределять его в мангале. Вы узнаете очень многое о методах маринования, о методах получения великолепного, очень вкусного и ароматного шашлыка. И если кто-то считает, что шашлык это одно единственное блюдо, он сильно ошибается. Мир шашлыка настолько же разнообразен, насколько разнообразна кулинария вообще. Здесь очень много теоретических работ. Например, какой маринад лучше работает. Мы выбирали маринад на основе кефира, на основе киви, на основе помидора, лимона, вина, лука и так далее, и так далее. А далее независимая комиссия, так сказать, оценивала и давала свои оценки. Сделаны выводы на этой основе. Шашлык можно готовить не только из мяса, не только из курятины, не только из рыбы. Шашлык можно готовить из овощей, из грибов, даже вот и из картошки. И любое мясо практически годится на шашлык. Самое главное разобраться, как с ним работать. Как должен быть устроен мангал, как должен быть устроен розжиг, стационарный розжиг для угля, который, я могу назвать своим изобретением, но все, кому построили такие розжиги, очень довольны. Как приготовить самый лучший люля-кебаб, которому руки человека к этому фаршу не прикасались. Можете себе представить такое? Такое возможно. Идеально чистый, идеально качественный. Как приготовить хан-кебаб, как приготовить шашлыки самых разных народов. И как приготовить шашлыки, которые не принадлежат никаким народам, потому что их я придумал. Например, шашлык из утиной грудки, шашлык из ананаса, шашлык из сама, шашлык из фаршированной рыбы. И такое тоже возможно. Шашлык, вот тоже еще одно мое изобретение, прямо не нарадуюсь, который я назвал кустурица-кебаб. Брынза, помидоры, чеснок, укроп, тесто. И в результате получаете
Очень вкусное блюдо. Посмотрите, как оно выглядит. Ну, не красота? Красота. Дорогие друзья, эту и другие мои книги вы можете купить на моем сайте. Мой сайт называется очень просто stalik.ru. В названии ролика вы можете прочитать, как писать это слово. И в описании к ролику тоже можете прочитать stalik.ru. Книги отправляются по всей России, по большинству стран СНГ. И везде, куда доходит почта, направленная из Подмосковья. Откуда я шлю вам горячий привет, желаю крепкого здоровья и приятного аппетита. Книги можно приобрести не просто вот так вот в чистом виде, но еще и с автографом. С именным автографом, который я лично ставлю на каждую книгу. Вы можете поздравить при помощи этих книг своих друзей, коллег, родных, ну и самого себя в конце концов. Почему бы не порадовать? Я желаю вам огромных кулинарных успехов.